Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, вы на электронную почту пишете о том, чтобы мы собрали информацию и поговорили касательно предсказания Ванги, Нострадамуса и Мессинга для России на 2022 год. Друзья, мы не Ванга, мы не Мессинг, вы понимаете, но мы постарались для вас собрать очень важную ценную информацию и говорить о том, чего же ждать и что несет России 2022 год. Это только начало года, только февраль, то еще даже нет середины февраля, и мы надеемся, что эта информация, которую мы для вас подготовили, она будет ценная, важная, и вы будете понимать, в каком направлении вам двигаться и идти. Друзья, конечно, мы с вами все верим в чудо, мы верим все в лучшее, и, конечно же, каждый из нас все равно в глубине души, даже если говорить о том, что многие люди не любят узнавать будущее, не воспринимают магию как таковую и так далее, но все равно все мы с вами люди и интересуемся предсказаниями известных ясновидящих, пророков, и известными на сегодняшний день является Ванга, является Мессинг, Нострадамус. Это такие вот легендарные люди, наверное, которых уже нет в нашем материальном мире, но их пророчества, их предсказания продолжают сбываться, и не всегда, к сожалению, это хорошие. Но давайте в этом видео поговорим, что же они говорили на 2022 год для России. Итак, давайте поговорим сначала о предсказаниях от Ванги для России на 2022 год. Итак, болгарская провидица Ванга называла 2022 год переломным годом в жизни не только отдельно какой-то страны, но и всего человечества. И очень важные моменты, на которые нам, людям, нужно обратить внимание. К сожалению, каждый из нас человек не повлияет на эти моменты, но если мы с вами будем в позитивном русле двигаться, то мы, конечно, сможем изменить. И вот все сложности, все проблемы в 2022 году будут связаны с энергетическим кризисом и климатическими катастрофами. При этом, что касательно энергетического кризиса и климатических катастроф, вы уже, если смотрите новости, то вы видите, что эти две позиции, к сожалению, в нашем мире происходят. И мы видим, как это влияет достаточно сильно на людей. Также Ванга говорила о том, что в 2022 году мир ждет глобальное открытие, которое поможет человечеству сделать достаточно большой такой шаг вперед. И Ванга называла это открытие источником энергии мощнее, чем Солнце. И это, вы знаете, очень здорово, потому что природные ресурсы, они истощаются, происходят всевозможные выбросы, и, конечно же, мы сами убиваем ту территорию, те земли, на которых мы проживаем. Поэтому хочется верить, что действительно ученые уже разработали или находятся на последней стадии, когда появится новый источник энергии, на которого не нужно будет тратить много сил, энергии и денег. Что же касается политики, то Ванга говорила о том, что в 2022 году отношения между Соединенными Штатами и Россией не только усложнятся, но и вовсе на какое-то время прекратятся. Но в то же время, с другой стороны, отношения между Россией и Китаем будут только налаживаться и процветать. Конечно же, из того, что происходит последние 2 года, весь мир будет переживать бедность из-за глобального кризиса, из-за тех вот моментов, которые на данный момент есть. Поэтому, пожалуйста, запаситесь терпением, мудростью, и тогда вы сможете не только пройти легко 2022 год, но и сможете улучшить свое финансовое положение. Но помните о том, чтобы в вашей жизни не происходило на 2022 году, обязательно уделяйте внимание практикам, уделяйте внимание обязательно позитивным словам, посылам во Вселенную и в космос. Далее уделяйте внимание Нострадамусу и поговорим о том, какие же события, о каких событиях говорил Нострадамус. Напоминаем, что это Нострадамус, это
алхимик, это астролог, и он предсказал события вплоть до 3797 года. Конечно же, пророчество Нострадамус излагал в стихах, которые называются Катренами. Конечно же, многие из его предсказаний, такие как приход к власти Адольфа Гитлера, Вторая мировая война, к сожалению, это сбылись. Но давайте поговорим о уже сегодняшнем времени, о 2022 году. И Нострадамус говорил о том, что начнется налаживание отношений между странами. Продолжится борьба с необратимыми изменениями климата и начнется развитие космического туризма. Конечно, мы это уже видим сегодня, уже в прошлом году отправились первые люди в ближний космос, да, то есть вышли на орбиту. Конечно же, много скептиков, которые не верят в это, что все-таки люди вышли в космос и так далее, но вы знаете, уже первые шаги все-таки есть. Что касательно климата, мы видим изменения, которые происходят в тех регионах, когда никогда не было снега, снег есть, или наоборот было только всегда тепло, стало холодно и так далее. Что же касательно России и Украины, многие люди за это переживают, потому что у нас есть, у всех, многих людей мы очень связаны с Украиной, у нас есть близкие родственники, у кого-то какие-то друзья, просто знакомые, и переживают, конечно же, за Украину. Так вот, между Россией и Украиной, по словам Нострадамуса, будет подписано мирное соглашение, хотя Америка будет выступать против этого. И вы знаете, Нострадамус говорил о том, что с 2022 года по 2041 года это вот такой последний период, когда возможен развязан быть вооруженный конфликт. Да, конечно же, времени предостаточно для того, чтобы развязать какие-либо военные действия, но, вы знаете, мы люди мудрые, все-таки должны стремиться к тому, что это должно быть... Мы должны, знаете, вот уничтожить вот эту даже программу, что мы хотим воевать за какие-то территории. Мы должны пришли в этот мир созидать, и по большому счету человеку очень много не нужно. Ему не нужно иметь 10 машин, 10 домов, квартиры и так далее, потому что человек физически не может одновременно в нашем материальном мире проживать вот на некоторых зонах или некоторых локациях. Обращаем на это ваше внимание. Поэтому, если каждый из нас все-таки будет надеяться и мыслить только на позитивном русле, то мы с вами вместе также сможем изменить мир. Так же самое, как это касалось вот этой болячки, которая последние 2 года нас всех нами, наверное, как бы ходит. И вы видите, что уже во многих странах отменяют ограничения, отменяются всевозможные моменты, о которых ранее даже мы могли и не подумать. При этом, как видите, резко даже та же Индия, Англия, вообще европейские страны вообще уходят от всевозможных ограничений и так далее. Ну и давайте внимание уделим мессингу. Как-никак, все-таки мессинг сыграл очень важную роль в Советском Союзе, и Сталин очень доверял мессингу. Конечно, к историческим личностям неоднозначное у многих людей мнение, но вы знаете, эта история, это было, и мы не можем, к сожалению, это отрицать. Так вот, что же говорил Мессинг для России на 2022 год? Что Россию ждут кардинальные перемены и мощный экономический кризис, после которого настанет уже эпоха процветания и благополучия. По словам Мессинга, 2022 год для России и для людей, которые проживают в России, этот год будет не из легких. Однако уже к концу 2022 года будут решены многие вопросы социальной сферы и здравоохранения. Что касательно мировых событий, то Мессинг говорил о том, что это будет достаточно тяжелый год, но именно Россия с мудрыми руководителями, им удастся достигнуть взаимопонимания и уважения со стороны стран-партнеров. Конечно, друзья, только начало 2022 года, и мы еще не знаем, как дальше будут складываться отношения, потому что напряжение во многих странах, оно очень сильное. Даже если вы не смотрите новости, но в любом случае мы можем видеть много видео на YouTube, мы можем смотреть социальные сети, где поднимаются очень такие важные глобальные
вопросы, и, к сожалению, хотим мы или этого нет, но это нас затрагивает. Но помните о том, что если мы с вами будем жить в объединении, посылать друг другу вот просто на энергетическом уровне даже любовь, будем посылать изобилие, будем посылать благополучие, то между нами будут происходить определенные энергетические потоки, и значит Земля также их будет принимать, а значит ей будет легче прожить этот период. Вы должны понимать, что все в нашем мире взаимосвязано. Мы думаем, что мы сами по себе живем в какой-то своей маленькой квартирке или в доме, и нам никто не мешает, нас никто не трогает, но мы должны понимать, что мы все друг с другом взаимосвязаны. Мы можем не знать друг друга, но посылая в мир, во Вселенную, в космос энергию этого изобилия, любви, мы таким образом перепрограммируем не только то, что вокруг себя, но и во всем мире. Обращаем на это ваше особое внимание. Друзья, мы, надеемся, ответили на ваши вопросы, потому что в последнее время на почту приходило очень много вопросов касательно предсказаний для России. Мы надеемся, мы ответили, друзья. А всем желаем прекрасного дня и благополучного месяца.